Пекин – город, в который мы попали почти случайно, всего на несколько дней, но он успел удивить нас больше, чем многие страны за полноценное путешествие. Здесь древние императорские дворцы стоят рядом с небоскребами. Оплата проходит по QR-коду, Google не работает, Uber не существует, а Великая Китайская стена оказывается еще масштабнее, чем ты представлял. В этом выпуске мы покажем, как попасть в Китай без визы, что нужно установить на телефон до прилета, где жить в Пекине, как добраться до Великой Стены, что обязательно попробовать из еды и почему после этой поездки нам захотелось вернуться в Китай еще раз. В Пекин мы прилетели из Сеула прямым рейсом авиакомпании China Southern Airlines. И уже здесь начинается первое интересное отличие Китая. Вся страна живет по одному времени – пекинскому. Хотя Китай огромный по размеру, фактически растянут на несколько часовых поясов, официально часовой пояс здесь один. Разница между Пекином и Украиной обычно составляет плюс 6 часов зимой и плюс 5 часов летом. Потому что в Украине есть переход на летнее время, а вот в Китае нет. И вот парадокс, если представить, что вы путешествуете на машине через Азию, заезжаете со стороны Кореи, потом пересекаете Китай и выезжаете дальше в сторону Вьетнама, в нормальной логике вы бы несколько раз переводили часы. Но внутри Китая нет, везде одно время, от Пекина до самых западных регионов страны. Китай вообще любит масштаб. Это одна из самых больших стран мира с населением более 1,5 миллиарда человек. Долгое время Китай был самой населенной страной планеты, но в 2023 году Индия обогнала Китай по численности населения. Одна из причин – долгие последствия политики «одна семья, один ребенок», которая действовала десятилетиями и повлияла на рождаемость. По прогнозам, население Китая будет стареть и постепенно сокращаться. И именно это сегодня одна из главных тем для страны будущего. Для украинцев обычная поездка в Китай требует визы, но мы попали в Пекин без визы, потому что использовали транзитный безвизовый режим. Сейчас для граждан Украины и еще ряда стран возможен временный безвизовый транзит через Китай до 240 часов, то есть до 10 дней. Главное условие – у вас должен быть билет дальше в третью страну или регион. Ссылка на официальный сайт будет в описании под видео. На практике это выглядит так. По прилету вы подходите не сразу на обычный паспортный контроль, а к стойке временного транзитного въезда. Там показываете паспорт, посадочный или билет в следующую страну, бронь отеля и заполняете короткую форму. После этого вам ставят разрешение на въезд, и вы можете выйти в город. Для нас это был идеальный вариант – короткая остановка в Китае, но с полноценным знакомством с Пекином. Перед поездкой в Китай обязательно позаботьтесь о вашем телефоне. Первое, что вам нужно установить, это VPN. Без него у вас не будут нормально работать Google, YouTube, Instagram, WhatsApp и многие привычные сервисы. Второе – Didi. Это китайский аналог Uber. Uber здесь вам не поможет, он просто не работает, так как мы привыкли. Третье – AMAP или другие китайские карты. Google Maps в Китае работает плохо или не работает вообще, поэтому лучше заранее установить местное приложение. И главное приложение Китая, четвертое – Alipay. Это буквально основа жизни. Через него можно оплачивать покупки QR-кодом, привязывать иностранную визу или MasterCard, пользоваться мини-приложениями, транспортом, такси, магазинами и многими сервисами. Ну и дополнительно стоит установить WeChat. Это не просто мессенджер, а суперприложение, переписка, оплата через WeChat Pay, бронирование, соцсеть и куча сервисов внутри. И вот когда у тебя все это установлено, Китай становится намного понятнее. Без этих приложений ты вроде приехал в страну будущего, но стоишь посреди улицы и не можешь вызвать такси. Жилье в Пекине. Жилье мы забронировали заранее через Booking, и слава богу, здесь он работает. Пекин – огромный мегаполис, поэтому район очень важен. Для первого знакомства лучше выбирать центр.
Эти районы рядом с главными достопримечательностями, откуда удобно гулять и быстро добираться до основных мест. Мы остановились в этом отеле. Оплата была около 130 евро за ночь с завтраком. Отель оказался очень удобным по расположению. Недалеко запретный город, площадь Тяньаньмэнь, мавзолей Мао, парк Циншань и другие главные места Пекина. Но начать знакомство с городом мы все-таки решили не с центра, а поехали туда, куда мечтает попасть почти каждый, кто впервые приезжает в Китай. Ну что, готова увидеть китайскую стену? Это одно из 7 чудес света, которое нам не хватает для полной коллекции, потому что мы посетили уже 6 чудес света, а вот это вот будет 7-е. Ну что, погнали! И как вы уже поняли, речь пойдет о Великой Китайской стене. Место, которое с детства кажется почти легендой. Ты слышишь о ней в школе, видишь на картинках, читаешь, что ее якобы видно из космоса, но на самом деле это миф, но об этом позже. Но стоя здесь на вершине, ты понимаешь другое. Ей не нужно быть видимой из космоса, чтобы поражать. Она поражает масштабом на Земле. Стена строилась не за 1 год и даже не за 1 столетие. Разные участки возводились разными китайскими государствами, а самые известные части были укреплены во времена династии Мин. Ее строили для защиты северных границ от набегов кочевых народов. Общая длина всех участков Великой Стены с ответвлениями больше 21 тысячи километров. Для туристов открыта только небольшая часть, но даже этого достаточно, чтобы почувствовать масштаб. Когда мы были на острове Пасхи, я сказал, как далеко находится этот остров, в 15 тысяч километров от Украины. И мне казалось, куда еще может быть дальше? Мы находимся сейчас ближе к Украине, но на рукотворном объекте, который имеет длину, вы только вдумайтесь, 21 196 километров. Вы только себе представьте масштаб этого строения. Начали строить Великую Китайскую стену еще в 7 веке до нашей эры. Закончили же ее строить в 17 веке. Именно вот этот объект, по которому мы сейчас гуляем, его последним строили в 17 веке. Потому что первые части стены, они уже разрушились, так как строились в некоторых местах, строились из таких материалов, которые не могли долго простоять. Было даже рис, солома, смешивали и с этого строили. А это видно из добротного кирпича, который, к сожалению, некоторые недобросовестные туристы норовятся прихватить с собой. И очень часто есть такая проблема на китайской стене, это то, что сами туристы пытаются утащить кусочек с собой, тем самым становятся вандалами. От центра Пекина до популярных участков стены обычно около 70-80 километров, в зависимости от того, куда именно вы едете. Можно взять групповую экскурсию, иногда цены начинаются примерно от 10 евро, но есть и частные туры, которые стоят дороже, зато удобнее. Наш совет – ехать максимально утром, как можно раньше. Тогда меньше очередей, меньше людей на фото и легче гулять по стене до жары. На стену можно подняться несколькими способами. Первый вариант – пешком. Это дешевле, но требует сил, особенно если жарко. Второй вариант – подъемник в закрытой кабине. Третий вариант – открытая канатная дорога. Мы советуем сделать так: подняться на одном подъемнике с одной стороны, пройти красивый участок стены, а спуститься с другой стороны. Да, это выйдет чуть дороже, но вы увидите больше, сэкономите силы и получите совсем другие впечатления. Еще лайфхак. Иногда выгоднее покупать билет отдельно туда, а обратный билет уже решать на месте. Так можно понять, сколько у вас осталось сил и куда лучше спускаться. Великая стена – это не просто достопримечательность. Это место, где ты физически чувствуешь историю. Камни, ступени, башни, горы – все вокруг выглядит так, будто ты попал в кино. Друзья, хотелось бы еще сказать про 3 мифа,
о которых я лично постоянно слышал о китайской стене. Миф первый. О том, что этот рукотворный человеческий объект был виден, и вообще он виден из космоса. На самом деле это миф, он не виден из космоса. Этот миф создал Нил Армстронг. Он прописал это в своей книге о космосе, о том, что это единственный рукотворный объект, который можно увидеть из космоса. Ну, он так хотел просто подчеркнуть, что скорее всего. Но люди это подхватили и стали сочинять мифы на эту тему, что стену реально видно из космоса. Ну, на самом деле это не так. Ее даже с кабинки не всегда увидишь, потому что вокруг лес, поэтому это миф. Миф второй, что стену строили против самих китайцев, на самом деле, что якобы ее строили северный народ против южного народа Китая. На самом деле это тоже миф. Уже давно доказано, что стена была построена самими китайцами против захватчиков, которые жили на севере. И миф третий – это тот, что китайская стена была непроходимой. Это тоже миф. Ее проходили и не раз. Да, были моменты, когда она действительно защищала народ, проживавший по ту сторону. Но бывали и случаи, когда спокойно монголо-татары приходили, говорили привет, захватывали страну и, естественно, спокойно могли пройти сквозь стену. Прямо как это сделал Дэвид Копперфильд, прошедший сквозь китайскую стену. Китай невозможно понять без кухни. Мы посетили 2 разных ресторана, были на рынке и поняли одно – китайская еда – это целая вселенная. И да, именно Китай считается родиной пельменей. Здесь их называют цяоцзи. Они могут быть вареные, жареные, с мясом, овощами, креветками. И это совсем не те пельмени, к которым мы привыкли дома. В Китае можно попробовать лапшу, баоцзи, горячие супы, димсамы, блюда на воке, уличные закуски, мясо на шпажках, разные соусы и сочетания вкусов, которые сначала пугают, а потом хочется пробовать еще. Конечно, многие говорят, что в Китае есть и довольно странные для нас блюда. Что-то выглядит непривычно, что-то пахнет слишком ярко, что-то мы бы второй раз точно не заказали. Но есть королева пекинского стола – утка по-пекински. В Пекине она встречается в разных вариантах. Классическая утка в ресторане, утка как уличная еда, утка в лепешке почти как шаурма. И это действительно вкусно. Хрустящая кожа, нежное мясо, соус, тонкая лепешка, вкус просто фееричный. И главное, это не обязательно роскошный ресторан. В Пекине утку можно попробовать довольно бюджетно. А вот с десертами, честно говоря, Китаю еще нужно поработать. После французских десертов, японских сладостей или европейских кондитерских, китайские сладости показались нам очень странными. Часто красиво выглядит, но вкус не наш. В общем, за уткой да, за десертами пока нет. Так, мы с Надей решили попробовать все местное. Это уткурма, шаурма с уткой, говяжьи пельмешки, пельмени с креветкой, димсамы с креветкой, местный беляш и тофу. Вот этот весь, вот у нас еще тофу. Не, Борик, бери вот с мясом, это с креветкой. Вот этот весь обед нам обошелся в 100-150 юаней, то есть приблизительно $20. Но надо отдать должное, что мы все-таки на базаре, не в ресторане. Первое, что я хочу попробовать, это тофу, потому что за ним просто сумасшедшая очередь. А это вкусно. А это реально вкусно. Слушайте, почему у нас такой тофу невкусно делают? Ну, на желе, соленое желе, ну, интересный. Интересный вкус тофу. Соленое желе, как это может быть вкусно? Ну, не знаю, но интересный вкус. Недаром они его любят. Тофу реально вкусно. С зеленью и соусом. Отлично. Второе, что хочется попробовать, это их беляш, который предупредили
Будете кусать аккуратно, брызгает прямо на весь Пекин. Он напоминает по консистенции, что у нас течет, грузинская хинкали. Говяжий фарш с тестом, ну он не может быть невкусным. Ну и уткурма. Тебе не нужно париться в ресторане с маленькой порцией утки по-пекински. Постоянно накладывать, заворачивать. Сразу же завернуто. Одна порция скушал и отлично. Очень классно, недорого и вкусно. Вечером, как и многие китайцы, мы пошли в парк Циншань. Это одно из лучших мест, чтобы увидеть Пекин сверху. Отсюда открывается знаменитый вид на запретный город. Тот самый кадр, который часто показывают в путеводителях. Рядом находится площадь Тяньаньмэнь, где висит знаменитый портрет Мао Цзэдуна. Мао в Китае до сих пор очень почитают. Для многих китайцев он символ объединения страны, революции и начала нового Китая. Но если говорить о современном экономическом чуде Китая, то здесь огромную роль сыграл уже другой лидер – Дэн Сяопин. Именно он запустил экономические реформы, открыл Китай для рынка, инвестиций, производства и торговли. Благодаря этим реформам Китай постепенно стал тем, каким мы его знаем сегодня – страной заводов, технологий, небоскребов, скоростных поездов, гигантского бизнеса и невероятного темпа развития. Это очень необычное сочетание. Страна официально коммунистическая, но при этом с мощной рыночной экономикой. И когда гуляешь по Пекину, это чувствуется везде. Красные флаги, государственная символика, строгий порядок и одновременно магазины, рестораны, технологии и огромные деньги. Хорошо здесь пользоваться именно приложением, потому что некоторые таксисты, конечно, норовятся вас хорошенько так, друзья, поиметь. Поездка, которая стоит 10 юаней, если вы будете заказывать машинку не через приложение, а сядете в такси, сразу же возрастает с 10 до 100 юаней, просто в легкую. Поэтому пользуйтесь обязательно приложением Didi, это очень удобное приложение. К сожалению, Uber здесь вообще никак. О нем и не слышали. У китайцев все свое. Вот. Но подход таксистов везде одинаковый. Они же таксисты, им все можно. На следующий день мы решили посетить запретный город. И вот здесь сразу совет. Билеты нужно планировать заранее. Сюда идут огромные толпы людей. Это одна из главных достопримечательностей не только Пекина, но и всего Китая. Запретный город – это бывший императорский дворец. Его построили в начале 15 века во времена династии Мин. И почти 500 лет он служил домом китайских императоров. Сначала Мин, потом Цин. В начале 15 века было принято решение в Китае перенести столицу из Нямбиня сюда, в Пекин. И, кстати, это потом сделали еще один раз. Вернули обратно в Няньбинь в начале 20 века и потом опять вернули в Пекин. Так вот, когда в начале 15 века с Нямбиня перенесли сюда столицу, надо было построить императорской семье дворец. Поэтому было принято решение построить вот такой огромный дворец. И построили его всего за 14 лет. Вы представьте, вот эти все сооружения, их тут более 900, построили за 14 лет. Почему же это сооружение, этот замок называется запретным городом? Да все очень просто. Потому что никому из смертных не можно было сюда заходить. Запрещено. Сюда могли попасть только члены императорской семьи, а также некоторые представители правительства. Вот поэтому этот город и называется запретным. Сегодня же это музейный комплекс и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сотни зданий, огромные площади, красные стены, золотые крыши, драконы, ворота и бесконечные дворы. Мы были здесь в жару, и это был отдельный квест. Много людей, много солнца, огромные расстояния. В какой-то момент ты уже не просто гуляешь, а выживаешь красиво под китайскую музыку.
Но красота запретного города все равно впечатляет. Здесь очень хорошо чувствуется масштаб императорского Китая. Все сделано так, чтобы человек ощущал величие власти. Широкие площади, огромные ворота, симметрия, цвет, символы. Это место точно стоит увидеть хотя бы один раз. Мы провели в Пекине несколько невероятно насыщенных дней. Пекин оказался городом контрастов, древним и современным, строгим и хаотичным, вкусным и странным, красивым и немного сложным. И самое главное, эта короткая поездка только разогрела наш интерес. Мы поняли, что Китай невозможно узнать за 3 или 4 дня. Это огромная страна, где каждый регион как отдельный мир. Поэтому мы точно хотим открывать для себя и другие части Китая. А вы напишите в комментариях, хотели бы вы поехать в Китай и что вам было бы интереснее увидеть – Шанхай, Гонконг, Тибет или Южный Китай. Наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте уведомления, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До скорой встречи, друзья! Путешествуйте! Наш мир невероятный!